Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар. Здоровым быть легко, поможет вам Андрей Дуйко. Сегодня я постараюсь ответить на вопросы, которые вы задаете мне сейчас прямо онлайн. Пишите это на моем сайте tibetan-formula.com в вебинарной комнате. Также я вижу ваши сообщения, которые вы публикуете в YouTube. Итак, я постараюсь сейчас ответить на те сообщения, которые вы мне опубликовали. Катерина Фрыско. Добрый день, Андрей Андреевич. Огромное спасибо за то, что делаете для людей. Спасибо за семинар-сюрприз. Подскажите, пожалуйста, на что, по вашему мнению, стоит обратить внимание у доченьки по здоровью? Ей 9 лет. Замечаю в последнее время очень неприятный запах пота. Волнуюсь, девочка же все-таки еще и постоянно среди деток, так как занимается йогой, танцами и английским. Обычно в возрасте 8 лет, необычно, а иногда так бывает, что у детей появляется гормональное развитие. Именно в это время это может быть следствием гормонального развития. Но можно ли каким-либо образом устранить это? Если отбросить все гигиенические вопросы, я это подразумеваю само по себе, и оставить физиологические, то почему возникает запах пота у человека? Обычно это связано с высоким кортизолом, и обычно это связано с повышением адреналина и норадреналина, то есть ребенок либо очень мощно начинает думать, либо у него появляется концентрация, либо начинается гормональный рост. Какие способы снизить кортизол и нужно ли это делать? Первый способ, самый простой, это увеличить употребление кальция, так как кальций это витамин, который снижает, который снижает кортизол. Второе, кальций в свою очередь может повысить у вас в небольшом количестве, вернее не так, наладить работу щитовидной железы, так как запах пота может быть следствием еще и гипофункции щитовидной железы. Поэтому может быть кальций, может быть еще дополнительно, это недостаточность витамина D3. Таким образом, можем сейчас сказать, какие препараты и чем мы можем полечить. Итак, кальций. Приобретите кальций и принимайте. Далее, препараты йод-содержащие. Это, допустим, йодикс нашей компании, кальций нашей компании, допустим, карбонат кальция или кальций с черникой. Простой способ устранить высокий кортизол — это еще обычный чай из ромашки. Чай из ромашки снижает кортизол. Вообще плюсов от того, что человек принимает чай из ромашки, прям невероятное количество, так как может восстанавливать микрофлору кишечника, может уменьшать кислотность желудка, положительно действует на формирование ферментов поджелудочной железы, помогает даже похудеть, имеет ярко выраженное седативное действие, поэтому пусть у каждого на столе будет чай с ромашкой. Такие, наверное, необычные, нетрадиционные методы — это использование соды с небольшим количеством перекиси водорода. Берется 1 стакан, берется 2-3 столовые ложки воды, давайте 2 столовые ложки воды, и добавляется сода до момента, пока станет такой пульпой, то есть не полностью растворится, а будет как слабо выраженная кашица. Когда приготовите такую кашицу, добавьте на 1 столовую ложку 7-9 капель перекиси водорода. И ватным тампоном потрите те места, которые выделяют пот. Обычно вот такой способ достаточно помогает. Итак, чай с ромашкой, препараты кальция, препараты йода и можно какой-либо и витамин D3. Хочу сегодня представить новый продукт. Называется продукт у нас, я отвечу на вопросы. Новый продукт называется у нас витамин К2. И несколько слов о витамине К2. Первое.
Витамин К2 регулирует уровень артериального давления. Витамин К способен улучшать эластичность сосудов и уменьшать жесткость стенок артерий, что помогает снизить артериальное давление. Но в случае, если вы хотите с помощью или при помощи витамина К2 снижать артериальное давление, кстати, витамин К2 назначают вместе с витамином D3 как препараты, которые способствуют устранению атеросклероза. В случае, если есть атеросклероз, прогрессирующий стеноз сосудов, есть заболевание, гипертоническое заболевание, есть остеопороз, есть проблемы с коленями, ощущение, будто нет сил в мышцах. В этом случае вам необходим витамин D3. А также препараты кальция. Очень часто кальций не усваивается у нас в организме. Это связано, как правило, с тем, что человек в более зрелом возрасте не усваивает кальций, или клетки человека не усваивают кальций. Поэтому применение кальция иногда бессмысленное. Кальций таким образом не усваивается клетками. И за счет этого накапливается в русле крови, что приводит фактически к увеличению артериального давления. Несмотря на то, что во время увеличения артериального давления клеткам необходим кальций. Но мы, как правило, назначаем препараты кальциевые блокаторы и выводим кальций из организма или выводим кальций из русла крови. Тем самым расслабляем мускулатуру и так далее. Но это такой процесс, который однобокий. В целом клетки нуждаются в кальции, но они не могут его получить, так как для того, чтобы получить кальций, необходим витамин К2. Именно поэтому в случае, если у вас высокое артериальное давление, вам необходимо увеличить прием кальция, но принимать его совместно с витамином К2 и витамином D3. Как принимать витамин D3 нашей компании? По одной таблетке 2 раза в день, витамин К2 по 2 таблетки 2 раза в день, цитрокальцимин 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Итак. Что будет, если принимать витамин К2? Итак, уменьшает риск появления тромбов. Витамин К играет важную роль в регулировании свертываемости крови, что позволяет снизить риск появления тромбов. Третье, уменьшает риск сердечных заболеваний из-за своих свойств, уменьшает давление и регулирует свертываемость крови. Витамин К способен снизить риск возникновения сердечных заболеваний, связанных с гипертонией. Хочу напомнить, что у нас витамин не К1, а К2. Улучшает здоровье костей. Витамин К2 играет важную роль в образовании и укреплении костной ткани, что способствует улучшению здоровья костей, предотвращению остеопороза. Уменьшает риск развития рака. Может снижать риск развития рака, в том числе рака конкретно мочевого пузыря, легких и желудка. Улучшает зрение, улучшает функцию мозга. Способен улучшить когнитивные функции и уменьшить риск возникновения болезни Альцгеймера. Улучшает иммунитет. Помогает контролировать уровень сахара в крови. Повышает энергию и устойчивость. Улучшает здоровье кожи. Способствует здоровью зубов, уменьшает риск развития диабета, так как контролирует и участвует в контроле уровня глюкозы в крови, уменьшает риск развития диабета 2 типа, улучшает здоровье печени, повышает устойчивость к стрессу, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, помогает снизить вес, улучшает сон, улучшает качество сна, уменьшает время засыпания, снижает риск бессонницы. Улучшает состояние волос и ногтей, улучшает общее здоровье, улучшает работу нервной системы, снижает риск развития артрита за счет улучшения иммунитета, уменьшает воспалительные процессы, уменьшает уровень эндотелиального оксида азота. Это для тех людей, у которых есть либо импотенция, либо слабая либидо у мужчин, либо мышечная ригидность, как у взрослых людей. Кстати, я рекомендую принимать витамин К2 совместно с витамином D3 и совместно с препаратом нашим, который называется L-карнитин. Дело в том, что L-карнитин усиливает мышечную ткань, препарат К2 усиливает костную ткань, тем самым происходит улучшение
общего состояния физической и мышечной активности и увеличивает азот, что очень полезно для людей, у которых есть заболевания легких, заболевания сердца, уменьшает риск развития камней в почках, да. Помогает предотвращать образование кристаллов в почечных канальцах, улучшает здоровье мочевого пузыря, снижает риск возникновения болезни Паркинсона и других неврологических заболеваний, улучшает здоровье легких, повышает эффективность тренировок, так как участвует в метаболизме общем и ускоряет процесс восстановления после физических тренировок. Улучшает репродуктивное здоровье, уже об этом говорил, может улучшить репродуктивное здоровье у женщин, так как может повлиять на уровень гормона и способствует в случае, если вынашивает женщина плод, то способствует вынашиванию плода во время беременности, так как способствует улучшению усвоения кальция в организме. В том числе и кальция в форме D1, D2, D3, так и обычного кальция. Поэтому не забывайте принимать витамин К2 в случае, если у вас развиваются заболевания остеопороз, ревматоидный артрит, заболевания тремор и так далее. Реклама. Мужу после удаления 9-го ребра поставили диагноз миелома. Проходим до обследования. Что вы посоветуете, что можно взять из ваших препаратов? Есть хорошая такая работа. Сейчас. Есть такой институт, называется Институт органического катализа. И у них есть работа, которая называется ботулиновая кислота при меланоме и при заболеваниях, язвенных заболеваниях. И у них есть работа, которая утверждает по факту проведенных исследований доклинических о использования ботулиновой кислоты в ходе лечения, об успешном применении ботулиновой кислоты в ходе лечения конкретно меланомы. Очень рекомендую использовать ботулиновую кислоту в нашей компании, принимать по 2 таблетки 3 раза в день и принимать препарат кверцетин тоже по 2 таблетки 3 раза в день. На фоне получения основной терапии, которую вы будете получать от лечащего врача. Есть. Здравствуйте, Андрей Андреевич, пишет Марьяна Королевская. На вас очень красивый наряд. Да, спасибо, это жена одела. Так мне сегодня прохладно просто в помещении, в котором я нахожусь. И для того, чтобы не заболеть, она заставила меня одеть свитер. Потому что обычно я в футболке, а сейчас здесь почему-то сегодня не включили отопление, и так чуть-чуть прохладненько. Чем себе помочь снять повышенную чувствительность груди при кормлении ребенка? Все крема, которые предлагала акушерка в Германии, помогают очень мало. И без силиконовой накладки кормить не могу. Помогите, пожалуйста, спасибо за ответ. Дело в том, что это только первое время. Это только первое время, и это необходимо пережить. Тем не менее, есть народные способы такие. Народные способы, они звучат так. Необходимо брать кусочек меди, круглой или квадратной, обработать спиртом или любым антисептиком и прикладывать после кормления, не обматывать грудь, а прикладывать вот на уровень соска. Это безопасно, после чего ненадолго, буквально от 1 минуты до 3 минут, после чего через 1, 2 или 3 минуты обработать антисептиком. Необходимо это делать 1, 2, 3 раза. Считается, что медь, которую прикладывают к слизистой оболочке
груди устраняет болевой синдром. Это народный способ такой есть. Бондаренко Татьяна. Большое спасибо за ваш труд и за ваши чудесные препараты. Расскажите бетулин и бетулиновую кислоту. Есть разница между ними и что лучше принимать? Есть разница. Бетулин необходимо принимать при заболеваниях печени, цирроз, гепатит. Бетулиновая кислота больше воздействует на улучшение иммунитета, увеличение цитокинов, увеличению интерлейкинов, увеличению иммунных клеток, лейкоцитов и так далее. То есть улучшение иммунитета — это бетулиновая кислота, улучшение деятельности печени — это бетулин. Наталья Октябрьская. Вернулась из Трусковца и сразу заболела. Температура 39,5. Ого. Полуобморок. Ого. Потекла, постоянно пила парацетамол. Терафлю, Немесил. Ну что ж вы. Только через 2 дня добралась к врачу. Рентген и анализы крови показал. Бактериальную пневмонию. Сейчас пью цифуроксим, Сарато и флуконазол, сироп от плюща, настойка прополиса. Что можно еще попить? Слабость, головокружение. Спасибо за ответ. Смотрите, вы принимаете сейчас препараты от воспаления, также принимаете препараты антибактериальные, а вам необходимо еще улучшить общий иммунитет. Вот улучшение иммунитета в случае, если вы начнете принимать мой иммунный препарат Instamax и второй препарат, который называется бетулиновая кислота. Кстати, где находятся, какие есть домашние вещества, которые очень или существенно улучшают иммунитет? Ну, вы, наверное, знаете, что это вещества, в котором очень большое количество аскорбиновой кислоты. Какие это вещества? Ну, первое — это лимон, болгарский перец, красного цвета особенно. Далее малиновое варенье. Кстати, малиновое варенье и красный перец, также там виноградный сок из красного винограда. И даже вино нельзя, потому что у вас же все-таки прием антибиотиков. В них находится кверцетин. Кверцетин — вещество, которое очень улучшает иммунитет. У нас есть препарат, называется Грипп-Стоп. Грипп-Стоп. Вот попринимайте данный препарат. Грипп-Стоп. У меня такой вопрос. Когда в течение дня подолгу хожу в кроссовках 3-4 часа, то на правой ноге под подушечками среднего и безымянного пальца начинает печь и печет сильно. Когда снимаю обувь, все проходит, кроссовки не давят. Что же это может быть? К врачам не обращалась. Это, скорее всего, связано с хроническим плоскостопием или деформация самого кроссовка. Попробуйте, по моему мнению, просто поменять обувь, которую вы одеваете. Возможно, в другой обуви вам будет совершенно... Ноги будут чувствовать себя совершенно по-другому. Попробуйте это. Что ж ты не хочешь? О, все увеличилось. Солнце солнечное. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо вам за ТФ. Подскажите, пожалуйста, как полечить подошвенный фасцит? Замучилась от боли в ступнях, в районе пятки, шпоры нет. Есть препарат у нас, который называется Метикс. Принимайте Метикс по 1 чайной ложке 1-2 раза в день. Также увеличьте количество приема селена. Прямо приобретите в аптеке селен, принимайте селен. 1 таблетка 2 раза в день или 3 раза в день, не обязательно моей компании. И это, скорее всего, уберет боль в ступнях. Далее, очень хороший есть вариант такой, это использование кукурузных рылиц. Берете кукурузные рыльца, 1 столовая ложка, варите их, не варите, а завариваете так, заливаете кипятком, через 10 минут, когда раствор станет теплым, 1 стаканом кипятка 1 столовая ложка рылиц, после чего либо в теплую воду ставите ноги, второй вариант, либо компресс, предварительно смоченный в такой воде. Второй вариант. Берете 1 столовая ложка соли, в нее капаете от 10 до 30 капель йода
и добавляете, и все. И после чего в виде компресса прикладываете к ступне тоже мягкая ткань, отжали жидкость, после чего обмотали ногу и салфан. Далее из растений золотой ус, настойка золотого уса, если натирать, то сойдет. Далее камфорный спирт, обычный аптечный, можно натирать камфорным спиртом. Антонина, Андрей Андреевич, подскажите, боли в спине, грыжи, деформация колен, полнота от щитовидки. Смотрите, вы описали и гипофункцию щитовидной железы, скорее всего у вас от этого полнота, значит вам надо йод содержащий препарат. Это препарат Йодикс. Второй препарат. Принимайте препарат витамин К совместно с витамином D3 и принимайте цитрат кальция. Цитрокальцимин 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Витамин К 1 таблетка 2 раза в день. Витамин D3 1 таблетка 2 раза в день. Это устранит и боли в позвоночнике. Кстати, для того, чтобы устранить боль в позвоночнике, используйте мою мазь. Она называется вертебрализовая. Вертебрализовая мазь поможет вам избавиться от боли в позвоночнике, так и от грыжи. Каким образом это произойдет? Дело в том, что существует вещество, которое называется папаин. Так вот, есть доказанное действие папаина, как профилактика, так и лечение в виде местного такого использования при лечении грыж Морля. Таким образом вы можете использовать мою мазь, которая сделана из папаина, имеет ярко выраженное противовоспалительное действие, называется вертебрализовая мазь. Также принимать препарат Вертебрализ. Хочу напомнить, что все препараты моей компании можно приобрести на сайте tibetan-formula.com. Каким образом найти мою тибетскую формулу? Зайдите в Google, напишите «тибетская формула», после чего первый сайт, который попадется, сейчас я посмотрю, вообще это возможно попасть на него, «тибетская формула». Вот, да, тибетская формула, и первый сайт, который попадает, это aduiko.com, это мой сайт, и tibetanformula.com, это тоже мой сайт. Поэтому или на первый, или во второй сайт нажимаете, связываетесь с оператором, оператор вам поможет подобрать препараты и рассказать, как принимать. Ирина Михайленко. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, болят вены на ногах после приема препарата от миомы и геморроя. Пью бетулиновую кислоту, кверцетин, матрикс норм, келрикс, геморнем, биотин. Смотрите, что необходимо вам отменить. Вам необходимо отменить препарат биотин, так как он может приводить к увеличению тромбоза, а у вас, видимо, флебит. Вот биотин можно отменить, его пока не принимайте. Также возьмите мазь, которая называется вариковазиновая, и препарат рутин. Рутин принимайте 2 таблетки, даже 2-3 раза в день, и вариковазиновой мазью смазывайте ноги. Далее есть тибетская медицина, она говорит, что человек способен заметно улучшить состояние вен на ногах. Кстати, вены на ногах, в том числе и витамин К, может улучшить состояние вен на ногах, так как можно использовать при флебитах, тромбофлебитах, стенозах, также при заболеваниях, в том числе и геморроидальных узлах, при варикозах там, и так далее. Тибетская медицина говорит, что в случае, если у человека есть заболевание вен, и они доставляют ему боль, то они рекомендовали человеку следующее. Помните, я говорил, что тыква, 100 грамм тыквы имеет ярко выраженное мочегонное действие, устраняет отек на ногах. Вот часто при отеке на ногах, который возникает на фоне лечения, у человека может дополнительно появляться боль в венах. Поэтому принимайте тыкву. И второе, тибетская медицина говорит, что восстановить вены и убрать полностью боль из вен возможно, если каждый день принимать хотя бы 100 грамм обычной вареной печени любого животного. Не имеет значения какого, кроме курицы и птицы. Это может быть свиная печень или говяжья печень или там какая-либо еще. То есть они рекомендовали использовать печень и использовать ее в ходе лечения конкретно вен на ногах. Правда помогает.
В нашей компании есть препарат. Этот препарат называется пепсин. Я его ранее показывал и хотел бы дать вам 10 доводов того, что людям необходимо принимать пепсин. Итак, первое. Улучшение пищеварения белков. Пепсин помогает разлагать белки на более мелкие компоненты, что упрощает их пищеварение и усвоение. Зачем я решил это сказать? И когда нам необходимо принимать пепсин и L-карнитин. L-карнитин расщепляет жиры. При высоком холестерине это очень необходимо. И второе, пепсин конкретно участвует в расщеплении белков. Когда человеку необходимо расщепление белков или дополнительные белки? Дело в том, что с возрастом у нас необходимость в азоте, который находится в белках, растет, а получение азота уменьшается. И это происходит на фоне того, что у нас с возрастом ухудшается деятельность и функциональная деятельность и поджелудочной железы, и всего желудочно-кишечного тракта. То есть он стареет, начинает хуже работать и так далее. И за счет этого уменьшается человек, изменяет свои вкусовые предпочтения. Как уже известно, с возрастом человек даже может отказаться от белковой пищи. И очень часто люди, взрослые, перестают употреблять мясную пищу, переходя исключительно более на вегетарианскую пищу и так далее. Тем не менее, необходимость расщепления белков, она высока. Принимая пепсин, вы можете улучшить общее пищеварение, общую работу поджелудочной железы. В случае, если у вас есть метеоризм, вздувает у вас кишечник, и вы страдаете от того, что появляется тяжесть в эпигастрии, принимайте препарат пепсин. Помните, есть такое понятие диспепсия. Диспепсия — это газы, вздутие живота, тошнота, особенно в утреннее время. Что очень особенно важно для престарелых людей, которые, как правило, поголовно все имеют проблемы с пищеварением. Уменьшение нагрузки на пищеварительную систему, так как при низком уровне пепсина пищеварительная система испытывает очень большую нагрузку, чтобы обработать, усвоить белки. Повышение энергии и выносливости, улучшение пищеварения белков, увеличение усвоения питательных веществ может помочь престарелым людям повысить энергию и выносливость. Улучшение функции мышц, в том числе и при заболеваниях позвоночника. В случае, если у человека заболевание позвоночника, то оно может развиваться как раз на фоне диспепсии, как раз на фоне неусвоения белков, нерасщепления белков. И это как раз может быть одной из первопричин, потому что мы очень часто лечим уже следствие, а саму первопричину найти не можем. Так вот, гладкая мускулатура состоит из белка. Именно поэтому необходим строительный компонент белок, который у нас не усваивается в случае, если у нас диспепсия, постоянное вздутие, если у нас неусвоение белков, и нам необходимо дополнительный прием пепсина. Поэтому в случае, если у вас есть проблемы с позвоночником, включая протрузию, листоз, остеохондроз, грыжа, хондроз, стеноз и так далее, то вам необходимо дополнительно принимать препараты пепсина. Повышает иммунитет пепсин, поскольку помогает усваивать питательные вещества, необходимые для поддержания здоровой иммунной системы. Принимая пепсин в качестве пищевой добавки, можно помочь при ряде заболеваний, связанных с пищеварением, с опорно-двигательной системой, а также рекомендовано при таких заболеваниях, как гастрит, язвенная болезнь и другие проблемы с пищеварительной системой, включая заболевания желудка, эзофагиальный рефлюкс с пониженной кислотностью и с повышенной кислотностью. Реклама номер 2. Юлия Коваленко. Поставили диагноз гемангиома шейного отдела. Уже в некоторых местах до 87 перекрывает и передавливает, что есть в тибетской формуле. Есть рутин, есть кверцетин и есть витамин К2.
Рутин, кверцетин, К2. Принимайте так. Рутин 2 таблетки 3 раза в день, кверцетин 2 таблетки 3 раза в день, препарат К2 2 таблетки 2 раза в день. Есть еще препарат, он называется у нас Гворгин. Данный препарат тоже очень рекомендую. Кверцетин, он же еще и антиоксидант, устраняет холестерин высокий, устраняет воспаление, укрепляет иммунную систему, имеет ярко выраженное антиаллергенное действие или противоаллергенное. Я считаю, что данный препарат — это находка для человека. У нас была Оля, и у нее было до 87%, производили операцию, но очень тяжелая была реабилитация. И она тогда говорила мне, что Андрей Андреевич, я очень рекомендую использовать в ходе послеоперационной реабилитации препарат, который ей очень понравился, Эмбрио Плюс. Во время приема препарата она сказала, улучшилось общее самочувствие, при этом улучшился процесс заживления, улучшился процесс кровоснабжения, снизилось артериальное давление и так далее. И тогда сказала, что вот прямо очень-очень рекомендую. Міла Роздорська. Підскажіть, будь ласка, чи можна лікувати грижу? В мене їх 2 – пахова і пупкова. Вони мені створюють дискомфорт. Можливо, їх потрібно оперувати. Я вам хочу сказати, що лікувати, якщо ви захочете лікувати народними, чи і у вас є вибір, народний спосіб чи медикаментозний, то я вам хочу дати раду, выбирайте медикаментозный. Поэтому в случае, если у вас есть возможность все-таки сделать операцию, делайте операцию. Дело в том, что операция это безопасная, дело в том, что она быстрая и она недорогая, что паховая, что пупочная, это все несложное оперативное влияние. И я считаю, что идти на это можно на 100%. Зачем вам мучиться, слушайте? Татьяна Пишнюк. Здравствуйте. Света, радости, добра, счастья, изобилия вам близким. Давно ожидают глобальных изменений в моей жизни. Будут ли перемены к счастью? Ну, конечно. Радуйтесь больше в жизни, и счастье вас найдет. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Здравствуйте, народ Кайлас. Всем желаю крепкого здоровья. Спасибо. Хочу, чтобы вы еще раз вспомнили, что сегодняшний вебинар посвящен здоровью. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйку. Міла Роздорська. Доброго вечора, Андрій Андрійович. Підскажіть, будь ласка, чим можна лікувати грижу? Вже сказав краще. Есть растение, называется грыжник. Смотрите, растение грыжник, он может в начальных каких-то, наверное, при начальных этапах, во время появления дебюта самой грыжи, может помочь справиться с грыжей. То есть ее заваривают, эту грыжник, это растение, и начинают его принимать. Лопчатку и грыжник. А при паховой не помогает. Поэтому хотелось бы сказать вам, что грыжу в вашем случае разумнее и, наверное, проще всего все же прооперировать. Давайте закроем этот вопрос. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спазмы пищевода и пищи не проходят. Это 8 лет. После стресса бывший муж душил. Ах ты ж. Возможно, есть где-то дивертикул или, возможно, где-то есть непроходимость пищевода или очень выраженный эзофагиальный рефлюкс. Вы знаете, я бы хотел вам дать совет, но мне кажется, информация, которую вы даете, недостаточна. Елена Мерц, я рекомендую вам все же обратиться к гастроэнтерологу для постановки правильного диагноза. То есть это у вас заболевание пищеварительной системы, или это у вас посттравматическое какое-то заболевание, либо там есть еще что-то. Давайте попробуем выяснить, потому что мне несложно назначить вам рекомендации и рассказать, какие принимать пищевые добавки, но знаете, хотелось бы быть и эффективным, и напрасно не тратить ваши деньги. В случае, если у человека спазмы и пища не проходит, то есть именно спазм, то это говорит об эзофагиальном рефлюксе. Очень часто при эзофагиальном рефлюксе у человека появляется ощущение спазма и пища не проходит.
Каким образом это все устраняется? Необходимо принимать препараты от эзофагиального рефлюкса. Первый препарат — это тот, о котором я говорил, пепсин. Второй препарат — это сорбент. Какой сорбент? 1 чайная ложка антитокса на стакан воды 1 раз в день. Можно через трубочку, очень медленно, воду теплую принимать. Как определить, есть ли у вас спазм и является ли он у вас, или имеет ли он у вас функцию такую, наверное, психическую? Когда сиплый голос у вас, необходимо попить теплой воды. Если после того, когда пропал голос или часто пропадает голос, и теплая вода как бы отпускает, или во время того, когда вы пьете теплую воду, вам легче становится, это говорит о том, что вам необходимы дополнительно седативные препараты. То есть это у вас, скорее всего, связано уже с психическим фактором. Но тем не менее договорю. Препараты, которые способны справиться с эзофагиальным рефлексом, это лизоцим, препарат для увеличения отхода желчи, лунглин, препарат сорбент, который называется антитокс, 1 чайная ложка на стакан воды, 1 стакан 1 раз в день. Чай железняк, можно вот только чай железняк принимать. 1 пакетик 1, 2 или даже 3 раза в день. Андрей Андреевич, камни в почках, помогите. От чего возникают камни в почках? Как правило, есть, вот смотрите, каждый может получить информацию, от чего возникают камни в почках, просто перейдя в Google и написав, почему появляются камни в почках. Поэтому все, что там пишется, у меня нет, наверное, ни возможности, ни желания повторять. Вы это все прекрасно знаете. Это и генетические предпосылки, и там перенесенные заболевания почек и так далее. Но мне бы хотелось сказать то, о чем, как правило, не пишут. На 90% исследуя людей, которые ведут пассивный и неактивный образ жизни, я могу сказать, что в большинстве своем люди, которые ведут сидячий образ жизни, сидят они за рулем, за столом и так далее. То есть это сидячий образ жизни. Сидят в кабинете или еще где-то. При этом у них есть небольшое количество даже алкоголя, переедания и ожирения, неминуемо в дальнейшем будут болеть заболеваниями почек. То есть не имеет значения, какой формы будут почечные камни, то есть это оксалаты или ураты или кальциевые, фосфорные, или это еще какие-либо соединения, это совершенно не имеет никакого значения. Здесь ключевой чертой является слово пассивный образ жизни или сидячий образ жизни. Именно поэтому я всегда говорю, что человек, который ведет сидячий образ жизни, и сидячий образ жизни — это посидели в кабинете, на автобусе переехали, потом с автобуса домой, потом на кровать. При этом в еде сладкое имеется, при этом в еде есть мясная пища, есть небольшое количество алкоголя. Помните, рано или поздно у вас возникнут проблемы с почками. Что необходимо делать? Первое. Занимайтесь дыхательными упражнениями, и хотя бы есть специальная программа, которую я разработал еще 12 или 13 лет назад. Она называется ТИБЕД. Она звучит так, или это аббревиатура следующих слов: тянись, иди, беги, дыши. Каким образом выполняется? Стоя ровно посреди помещения, человек начинает маршировать. Маршируя, он поднимает руки и ноги, старается идти на месте. Делает это на протяжении 1-2 минут, при этом старается активно дышать. После чего вначале человек тянется, то есть он должен встать, сделать вдох и потянуться вверх, влево, после чего должен начать идти. После этого он должен начать бежать. После этого он должен начать дышать. Каким образом это производится? Потянулись, после этого помаршировали, после этого стоя побежали, недолго, 10-15 секунд. После этого остановились, поставили ноги на ширине плеч, открыли как можно шире рот и начали, не отрывая пятки от пола,
и не ударяя пятками по полу, начали делать колебательные движения вверх-вниз. За счет этого диафрагма начинает отгибаться вверх и вниз, тем самым активируя или стимулируя движение лимфатической системы или лимфы в организме снизу вверх. Что, в общем-то, устраняет отеки ног, отеки живота, асцит. И в самом конце, после того, когда вы так подышали, дышать необходимо 1-2 минуты, активное дыхание приблизительно в таком темпе, после чего необходимо полежать. Это все имеет аббревиатуру «Тянись, иди, беги, дыши», ТИБЕД. И выполняя данное упражнение даже 1 или 2 раза в день, затрачивая на это 3-5 минут утром и 3-5 минут вечером, будет достаточно для того, чтобы изменить ряд симптомов, которыми мы страдаем, такие как отек живота на фоне асцита, почечной недостаточности, уменьшение отека нижних конечностей, ног, которые, кстати, могут приводить к тому, что обострение происходит в виде тромбозов, тромбофлебитов, флебитов, ну тромбозов нет, а вот флебитов, ну тромбозы мелких вен. Это, кстати, улучшит систему, и такие заболевания, как воспаление и появление узлов рядом с эндокринными железами, такими как узел возле щитовидной железы, или узел груди, или узел в паху. Вот такие узлы, они устраняются за счет данного упражнения, потому что происходит активное движение лимфы, устраняются отеки, улучшается общее состояние почек. И самое приятное, что данное упражнение, если его совмещать с приемом препарата, допустим, Нефромакс, далее Метикс, Нефромакс и, ну, можно аскорбиновая кислота даже. Нефромакс, Метикс и аскорбиновая кислота. В комплексе данные препараты, в комплексе с данным упражнением и чай Бивитон, в комплексе с данными упражнениями за 1-2 недели способны создать чудеса. Но все это время вы должны знать, уменьшить количество употребления мяса, полностью убрать из рациона сладкое, даже яблоки, и полностью убрать алкоголь. Вот такие компоненты. Можно из сладкого оставить на протяжении дня небольшое количество, ну чего там, ну можно принимать небольшое количество меда. При этом мед принимать, как бы рассасывая, как конфету. В меде калий. Доброго вечора, Катерина. Донечці 8 років. Раніше були проблеми з жовчним. Проходили курс лікування 2 рази на рік. Зараз почала набирати вагу. Чи варто хвилюватися? Чим можна допомогти? Когда ребенок набирает вес, это может быть связано как раз с гормональным ростом и улучшением общей или формированием общей гормональной системы. Для того, чтобы рост не увеличивался, необходимо увеличить прием кальция. Вернее, для того, чтобы правильно формировался гормональный статус и ребенок формировался правильно, необходимо уменьшить употребление углеводов и увеличить употребление белков и увеличить употребление каш. Какие препараты из моей компании рекомендую давать ребенку в этот момент? Я рекомендую использовать мой препарат, который называется цитрат хрома, принимать его по 1 таблетке 200 мг 2 раза в день, по 1 таблетке 2 раза в день, и препарат глюконорм по 1 таблетке 2 раза в день. Также очень рекомендую мой препарат Йодикс, 1 таблетка 1 раз в день. Желательно во второй половине дня. Это в комплексе увеличит рост. Давайте
кальций содержащие препараты, либо увеличьте употребление кальция у ребенка. Можно еще давать препарат К2. Алана Абаева. Кошмар, помереть бы во сне. Вы, моя хорошая. У вас большие перспективы, что вам сказать. Я не могу понять людей, которые пишут такие сообщения. Кошмар, помереть бы во сне. Знаете, умереть может каждый. Тут попробуй поживи. Доброго вечора, Андрій Андрійович. Допоможіть, підскажіть лікування, нічні судороги ніг, дуже боляче и давление почищенное. Что необходимо делать? Итак, принимайте препарат, называется рутин, второй препарат кверцетин. Принимайте по 2 таблетки 2 раза в день. Принимайте витамин К2 по 1 таблетке 2 раза в день. И морбустоп 1 таблетка перед сном. Также, почему у нас судороги появляются в ночное время и будут нас после того, когда мы засыпаем. Это, как правило, связано с апноэ. Апноэ возникает обычно в ночное время. Предшественником апноэ является остановка сердца и храп и так далее. Есть такая система, эта система называется, по-моему, сейчас. Такая система, по-моему, СИПАП. Есть такая система СИПАП. СИПАП аппарат. Они есть дешевые. СИПАП аппарат. И вот я смотрю, есть СИПАП аппарат дорогой очень, а есть СИПАП аппарат более дешевле. Вот если у вас есть возможность, можете приобрести СИПАП аппарат. Одевать маску на ночь и привыкнуть, и избавитесь от ряда проблем. Дело в том, что человек, который храпит, и человек, у которого останавливается сердце в ночное время, в этот момент выделяется адреналин. Адреналин приводит к появлению или повышению коагуляции, что приводит к увеличению тромбозов. Это в дальнейшем может перевести или привести к тому, что появляется ряд заболеваний, прямо огромное количество. Вы знаете, что остановка сердца в ночное время в дальнейшем приводит человека и к ожирению, и к сахарному диабету 2 типа, к психическим заболеваниям, к неврозам, к неправильной адаптации, к заболеваниям поджелудочной железы, к уменьшению потенции у мужчин, к уменьшению либидо у женщин и так далее. Это, знаете, у женщин либидо уменьшается в случае, если есть дискинезия желчных протоков, а у мужчин в случае, если он храпит по ночам. Ну и СИПАП решает эти вопросы все. То есть СИПАП-терапия может помочь избавиться от храпа, помочь избавиться от вот таких остановок сердца и конкретно от судорог. Самый простой народный способ — положить себе в постель металлическую трубу, тяжелую такую, так, чтобы она не была покрашена. Можно арматуры или какой-нибудь трубы, не обязательно, чтобы она была внутри заполнена, можно полую какую-либо, но железная. Когда у вас ночная судорога начинается, хватайте за эту трубу и сильно давите рукой. Сделайте так 5-10 ночей подряд, и судороги исчезнут. Есть великолепный препарат моей компании, он называется Тонизон. В случае, если вы еще не знаете его действия, я вам хочу сказать, если у вас поднимается давление, возьмите препарат Тонизон, принимайте каждый день 2 таблетки 3 раза в день и принимайте еще капли, называется нормалин или нормалин, и по 10 капель в рот на язык 2-3 раза в день. Какой бы гипертонии вы не болели, то есть на фоне сахарного диабета 2 типа, на фоне атеросклероза, на фоне переизбытка кальция, на фоне каких-либо заболеваний сердечных, начинайте принимать данный препарат, ровно 1 год принимайте, и после этого никогда в жизни больше, ну во всяком случае на протяжении 5-6 лет, больше артериальным давлением не болеете. Почему я это утверждаю? Это уже сотни людей проверили,
и устранить целую систему тех заболеваний, которые возникают и которые приводят в дальнейшем к появлению гипертонического заболевания, можно, принимая целый комплекс вот таких соединенных между собой в определенный рецепт веществ. И данный комплекс называется тонизон. Он есть в чае, есть в таблетках. Я рекомендую принимать в таблетках. 2 таблетки 2 или 3 раза в день. Он не снижает давление. Никак вы первое время не будете его ощущать. Но в случае, если вы его настойчиво, четко, стабильно, постоянно принимаете вместе с препаратом нормалин, то на протяжении года это излечивает гипертонию. Алексей Александрович, у кота диагноз почечно-печеночная недостаточность, энтеропатия. Лечим, делают капельницу, даем энтеросгель, анроксил. Скажите, каков, по вашему мнению, прогноз? Неположительный. Дайте совет, будем в любом случае пытаться. Напишите мне в Телеграм, и я вам отвечу. Алана Абаева. Самое страшное заболевание головы и нервной системы, хотя больные этого не понимают, но очень боюсь. Мама 10 лет болела, папа столько же, короче, смерть на ногах, желаю себе. О Боже, что ж с вами такое? Я уже пою и танцую, вы меня никак не читаете. Что вы у меня спрашиваете? Вы сами себя читаете, милая моя? Доброго вечора, Андрій Андрійович. Якими препаратами можна полікувати полинейропатию? Полинейропатия – это, как правило, следствие заболевания диабет. И полинейропатия лечится, ну, конечно, на фоне определенной терапии, которую назначает вам врач. Я со своей стороны хотел бы вам порекомендовать прием альфа-липоевой кислоты совместно с витамином К2, витамином D3 и рутином. И кверцетином. Смотрите, кверцетин, рутин, К2 и альфа-липоевая кислота. Все вместе принимать можно в одной пригоршне по одной таблетке. Утром натощак, вечером перед самым засыпанием. Далее. Такие есть народные способы справляться с полинейропатией. Это первое. Заваривать крепко семена укропа. То есть завариваются семена укропа, это 1 столовая ложка порошка семян укропа, заваривается 1 стаканом кипятка, не нужно варить ничего. После настаивания можно прикладывать в виде компресса на конечности, а можно прямо держать ноги в теплом растворе, вот таким образом. Далее, как ни странно, может помочь такие нетрадиционные методы, это обмотать конечности металлической фольгой, только золотой к ногам, и сверху одеть шерстяной носок. Почему-то это тоже помогает. Ну, такие нестандартные и непонятные. Это я вместо болезни размечталась помереть. Ну что ж такое, что же у вас все помереть? Да живите, зачем вы живая сейчас, живите. Размечтаюсь помереть. Зачем умирать, если можно жить? Зачем умирать, если можно? Живите. Бог создал людей для того, чтобы они жили. Вам суждено завтра умереть, Бог знает, суждено или нет. Вот представите случай, если шанс будет. А там я прямо желаю. Что вам не ради чего жить? Слушайте, весна. Да что же с вами такое? Есть зачем жить людям? Дети, внуки, Родина. Что с вами такое? Мантры мира. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Кажется, у меня паническая атака. Как это можно лечить? Какие ваши препараты могут помочь? Смотрите, во время панической атаки что должен делать человек? Всегда, первое, поднимайте голову вверх. Во время панической атаки поднимайте голову вверх. Второе, начинайте злиться. Дело в том, что доказано, что выделение адреналина заставляет человека, выделение адреналина
помогает справиться с панической атакой. Адреналин у нас выделяется, когда мы злимся. То есть, что такое паническая атака? Как правило, это всегда происходит на фоне того, что у человека ровное состояние и угнетенное состояние. То есть, ему внутренне жалко себя, он боится, он напуган. Смотрите, у человека есть два варианта. Когда он пугается или когда он напуган, он замирает, и у него появляется катоническая реакция. И вторая реакция — это начинает бороться или бежать куда-нибудь. В случае, если у человека паническая атака, то первое, что необходимо сделать, это начать, поднимайте голову и злитесь на кого-либо. Смотрите вниз, делайте вдох, поднимайте голову вверх и делайте выдох. Начинайте злиться. Да что же это такое? Эти виноваты. Вот это да, сейчас как покажу. Злитесь на себя, злитесь на кого-либо. Это не помогает мгновенно, но на протяжении от 15 секунд до 2-3 минут сможет убрать саму атаку. Атака — это всегда спазм. Адреналин вызывает спазм, но дополнительное выделение адреналина приводит к выделению, в свою очередь, окситоцина, а не окситоцина, а вазоконстриктор, там, сейчас не помню, веществ вазоконстрикторов. И, конечно, вазодилататор, окситоцин, вазодилататоров, вернее. И в этом случае, когда вы злитесь, у вас расширяются сосуды. Второе. Когда у человека паническая атака, как ни странно, не нужно ложиться, а если вы легли, старайтесь поднимать живот и выпячивать его, и дышать так, чтобы выпячивался живот. Это тоже имеет значение, и это тоже помогает. Какие препараты? В свое время я сделал препарат, он называется Пастовид. Пастовид. Принимать пастовид по 2 таблетки 2 или даже 3 раза в день. Также я рекомендую его принимать с препаратом ЛЛС. ЛЛС. Это литий содержащий препарат, который помогает справиться в дальнейшем с атаками и следующими появляющимися эпизодами панических атак. Также есть мое видео, почти 1,5 часа, час там 15, где я рассказываю конкретно только о панических атаках. Оно так и называется: «Лечение панических атак» Андрей Дуйко. Наташа Чередникова. Да, тонизон супер. О своем давлении узнала от Андрея Андреевича. Врачи говорили, что все нормально. Спасибо за ваши волшебные препараты. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, есть народный метод снижения тромбоцитов? Увеличение тромбоцитов — это на черная нить на вот этот палец, а снижение тромбоцитов на мизинец, черную нить с левой стороны, и белую нить на мизинец с правой стороны, и на указательной белую нить тоже с правой стороны. Итак, черную нить на мизинец и белую нить на мизинец и указательный на правой руке. Там спасибо сказали, Андрей Андреевич, большое спасибо. Помогает от забитого носа ваши упражнения. Там, помните, я говорил, что если у вас забит нос, возьмите, вот правая ноздря забита, берете 3 пальца и вот так их массажируете. Открывается ноздря. Если с левой стороны, на этой руке. А если конъюнктивит, берете 3 пальца и вот так вот 3 пальца, 1, 2 или 1, 2, 3, массажируете их. Вообще лечение глаз — это массаж 1, 2 и 3 пальца. Отдельно и всех вместе. Болят кости, стопы. Возможно, это ревматоидное заболевание. Обратитесь к ревматологу. Проверить, что необходимо, если болят кости и стопы. Первое, что необходимо делать — провести исследования. Какие? Исследования крови. Какие? Необходимо сдать С-реактивный белок, также проверить антистриптолизин и третье — ревмофактор. Можно еще альбумин. И по вот это, почему альбумин, это может быть боли такие, могут быть еще симптомом других заболеваний, заболеваний печени.
Пожалуйста, подскажите, принимать совместно жир стресс и хром 500, все будет хорошо? Все будет хорошо. Я принимаю жир стресс и хром 500. Очень хороший результат. Я вот лично очень доволен. Сколько принимаю? 2-й месяц. Увеличилась мышечная масса, практически исчез жир в области живота. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у ребенка бесконечное агрессивное поведение, непослушание, плюс лечим гидроэнцефалопатию, наверное, вы лечите. Это жидкость в черепной коробке с 3 месяцев. Смотрите, гидроэнцефалопатия не приводит ребенка к тому, что он непослушный. Почему ребенок становится непослушный, с чем это связано? Дело в том, что нежелание коммуницировать обычно связано с мозгом нашим. Там есть отдел такой, называется nucleus accumbens. И этот отдел, он может выделять 3 гормона. Один гормон дофамин, другой гормон окситоцин. Дофамин, окситоцин. Это возможно в случае, если есть правильно формирующийся и кортизол, и норадреналин, и адреналин и так далее. Ну и еще и усваивается, нет большого количества адреналина, или наоборот, он есть в очень большом, что тоже сказывается нехорошо. Есть хорошая работа, не появляется аммиак в крови, такое может быть при заболеваниях эпилептивной формы, которая не имеет генерализированного приступа, а имеет такую какую-то фокальную такую фазу, наверное. Ну и чем же, или что вам сказать, что необходимо делать? Смотрите, самое простое, если ваш ребенок непослушный, если ваш ребенок не хочет обниматься, не идет на контакт, не коммуникабельный, начните давать ему окситоцин. Каким образом? У меня есть спрей. Это спрей, который брызгать необходимо ребенку в ноздрю, в левую и в правую, 2 раза в день. Эффект будет заметен сразу, то есть начнет становиться теплым, будет больше коммуникации и так далее. Второе, начните давать препарат магний. У нас есть препарат магний с апельсиновым вкусом, называется Магнумцит 300. 1 столовая ложка на стакан воды, 1 стакан на протяжении дня или более. Это все совершенно безопасно. И 3-й препарат — это кальция препарат. Желательно его принимать в виде вещества кальций D3, то есть просто принимать его в D3. Дело в том, что это послужит тому, что у вас будет формироваться правильно дофамин. И еще забыл сказать, для того, чтобы дофамин у нас формировался, нам необходима еще аминокислота, называется L-триптофан. Итак, давайте все вместе сейчас еще раз скажу вам. Итак, окситоцин, спрей для носа, 2 раза в день. Дальше L-триптофан, 1 таблетка на ночь. Далее магнумцит 300, 1 столовая ложка на стакан воды, пить стакан на протяжении дня. Витамин D3, лучше нашей компании, он хоть проверенный. 1 таблетка, можно 1 или 2 раза в день. И на протяжении дня как можно больше и жирной пищи, и жирно-молочной пищи. То есть это может быть сметана, творог со сметаной и так далее. Уменьшить количество употребления сладостей. И еще побольше физической активности такому ребеночку. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите народный метод лечения геморроя. Народный метод лечения геморроя: берете народный метод лечения геморроя. Берете сало присоленное, режете его, засыпаете солью мелкой экстра, ставите, чтобы делаете такие вот, как они называются, ректальные свечки такие из сала такого. Присаливаете, ставите его на окно так, чтобы оно присохло. После чего соли, то есть счищаете, можно даже помыть его под водой, такое сало. После чего на ночь перед самым сном ставите ректально вот такое сало, ректально. Второй вариант.
берете вьетнамскую звездочку, продается в каждой аптеке, но нужна настоящая. Настоящая имеет такой ярко выраженный желтый вид. Берете вьетнамскую звездочку, и если сало на ночь, то звездочкой с утра. Если звездочку на ночь, то сало с утра. Все безопасно, не больно, все действительно помогает. Андрей Андреевич, по вашему желанию и моей просьбе, пожелайте, пожалуйста, моему сыну успешной операции. Пусть пройдет успешная операция, все будет хорошо. Можно избавиться от эндометриоидной кисты яичника 9 сантиметров. Ого! Без операции. Нет, нельзя, невозможно это сделать. Скажите еще, правильно ли я сделала, что согласилась на операцию по щитовидке папиллярный рак? Однозначно правильно. Вы правильно все делаете. Вот бы еще и кисту убрать. Есть проблема, ночью кусаю язык глубоко. Что делать? Мне 67 лет. Вот у вас как раз апноэ в ночное время происходит. Вам нужен этот СИПАП-аппарат. Но в случае, если это у вас не связано с тем, что вы... почему кусаете язык? Останавливается дыхание, и вы, задыхаясь, у вас проявляется вот такой приступ. Попринимайте мой препарат, он называется Morbus-Stop. По 2 таблетки, 1 утром, 1 вечером. Возможно, это уберет. Сильная тяжесть в голове и боли в теле. Уже перепробовала много препаратов. Что за болезнь? Подскажите, пожалуйста. Если сильная тяжесть в голове и боли в теле, это может быть связано с... это может быть всевозможные заболевания. От какого-то неврологического и заканчивая, может быть, даже ревматоидным. То есть это какое угодно может быть заболевание. С чего вообще начинать лечение? Обычно начинают лечение с сдачи загального анализу крови, общий анализ крови. И по общему анализу крови можно фактически предсказать или, может быть, даже предположить, что с вами там не так происходит, то есть в какую сторону искать. Я хочу сказать, Ирина, что у вас вот это все, боли вот эти, это все у вас, как ни странно, связано с заболеванием желудка. В вашем случае это заболевание желудка. Вам необходимо идти к гастроэнтерологу, производить исследования желудка, лечить желудок свой и все остальные. Там, скорее всего, у вас есть, возможно, язвенная болезнь желудка или эзофагеальная рефлюксная болезнь, или там какая-либо еще, но, скорее всего, это у вас связано с желудком. У меня миомы 4 в разных местах матки. Сперва была 1, теперь увеличилось количество, может еще появится. Как вылечить? Препарат Миомакс, дальше женское здоровье и препарат, который называется эндометрикс мазь. Ставить на ночь эндометрикс мазь, а утром спринцеваться на 1 стакан воды по 2 капли аромамасел, нероли аниса, жасмина и чайного дерева. Спринцеваться и ставить вот такую мазь необходимо на протяжении 15 дней, потом неделя перерыв и еще 15 дней. Препарат Миокс или Миомакс принимать 2 таблетки 3 раза в день. Желательно совместно с препаратом перейти на диету, в ходе которой не употреблять сладкую пищу и алкоголь категорически. Подскажите, что попить при аутоиммунном тиреоидите и гипотиреозе. Есть нарушение ЖКТ, рефлюкс, инсулинорезистентность, начинается остеопороз. При остеопорозе рекомендую витамин D3 и витамин К2. При гипотиреозе рекомендую препарат теротозин. При аутоиммунном тиреоидите бетулиновая кислота. При ЖКТ нефромакс. При рефлюксе лунглин. При инсулинорезистентности принимать препараты, допустим, хром. Вот так.
Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, киста в колене у дочери, как лечить? Такая киста называется кистой Бейкера. И можно лечить обычными препаратами, которые устраняют варикоз. Это препарат нашей компании Рутин, кверцетин по 2 таблетки 3 раза в день. Смазывать при этом препаратом, который называется вариковазин. Добрый вечер. Скажите, болит правая грудь периодически. Когда прикладываю капустный лист, проходит, но со временем опять начинает болеть. Стоит ли беспокоиться, что это? Это мастопатия. Она обычно начинается у человека в случае, если неудобная форма лифчика, перетянутая грудь. Это очень часто бывает у женщин. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Периодически не носите нижнее белье, ну, во всяком случае, лифчик. И постарайтесь сделать так, чтобы грудь не сдавливалась и не переламывалась. Возможно, это связано с тем, что неудобная одежда, очень плотное белье, из-за этого у вас происходит, ухудшается циркуляция, происходит передавливание, и в дальнейшем появляются вот такие проблемы. Обратите на это внимание, грудь должна дышать. И еще в нашей компании есть мазь такая, она так и называется, мазь для груди. И в случае, если есть мастопатия, то вот такой мазью для груди можно исправить данную проблему. Дальше я хочу сказать, что, как правило, вы должны знать, что, как правило, миома является следствием того, что у женщин появляется сначала низкая кислотность желудочно-кишечного, низкая кислотность на фоне эзофагеального рефлюкса, на фоне дискинезии желчных протоков и предумышленного голодания. То есть можно сказать, что вот я просто на 100% уверен, как развивается заболевание миома. Женщина голодает или исключает какую-то пищу из рациона питания максимально, после чего у нее есть запоры и после чего у нее есть проблемы с желчным пузырем. То есть, не устранив данные проблемы, бесполезно лечить миому. Как это между собой связано, известно. И я этому вернее, посвятил целую лекцию, которую читал, по-моему, 2 недели назад. И как лечить? Прежде необходимо лечить дискинезию желчных протоков, принимать препараты для ускорения выхода желчи. Это препарат, допустим, может быть, допустим, лунглин и амарум. Дальше для того, чтобы лунглин и амарум. Дальше на протяжении дня принимать там бетаиногидрохлорид и препарат антитокс. Вот таким образом. Рада, что сегодня получилось видеть вас и вебинар, и у меня ковид. Пью антибиотик аугментин. Что еще можно добавить к лечению? Есть препарат бронхоскопин, туберсол. Принимайте, растирайте, правильно делайте. Что необходимо делать? Лизоцим и обязательно кверцетин и бетулиновая кислота. Вот бетулиновая кислота должна быть у каждого. Только начинается грипп, 3 таблетки утром, 3 таблетки вечером, и 2 дня, и вы не болеете. Проверено, но вот вообще, на 100% мной, моими близкими родными и так далее. То есть это вот, великолепные препараты. Бетулиновая кислота, кверцетин, прям обязательно. Наталья, здрасте, Андрей Андреевич, рада видеть, здрасте. И я очень рад. Марина, пожалуйста, скажите, что это? Периодически перед засыпанием ночью начинается дрожание мышц, как при ознобе, даже стучу зубами. Через время это проходит само. Жутко. Почему так? Когда у человека происходит такой озноб, это называется, это одно из проявлений неврастенических. То есть это может быть связано с тем, что первое, падает давление. Второе, реакция на стресс. Третье, это может быть типичная паническая атака, только в момент того, когда паническая атака у одних людей появляется испарина, у других может быть вот такой эффект. Да, такое может быть. Что необходимо делать?
прогреваться в душе, принимать препараты от неврозов, принимать препараты, увеличивающие длину сна, восстанавливающие циркадные ритмы. Какие это препараты? Восстанавливающие циркадные ритмы препараты — это очень важно, потому что когда человек ночью не досыпает по каким-либо признакам или по каким-либо причинам, рано или поздно у него происходит истощение центральной нервной системы. То есть там, нам кажется это шутками все, знаете, там хочется посидеть подольше перед телевизором, в телефоне посидеть, утром встать вовремя, не тратить время на бессмысленный сон. Но дело в том, что это все нарушает естественные циркадные ритмы в жизни человека, что в дальнейшем приводит к нарушениям всевозможным. За счет этого холестерин увеличивается, появляется артериальное давление, даже увеличение веса. А что говорить о центральной нервной системе, там, что хочешь появляется, от панических атак и депрессивных эпизодов, и может закончиться там, боковым амиоспастическим склерозом. И для того, чтобы этого не было и этого не происходило, необходимо принимать препарат мелатонин, который как раз очень эффективно. Кстати, там, где ребенок не слушается, вот ему тоже на ночь лучше давать препарат мелатонин. Препарат мелатонин — это пищевая добавка, которую можно приобрести в магазине спортивного питания. Принимать для ребенка 1 таблетка или 2 таблетки на ночь, для взрослого человека там можно 3 или даже 4 таблетки. Не стоит переживать. Мелатонин участвует в формировании и управлении циркадных ритмов. Принимая данный препарат, вы будете хотеть спать вовремя, у вас перестанет появляться аппетит перед сном, и у вас будет полноценное высыпание, нормализуется сон, вы похудеете, начнете рано просыпаться, будете вставать расслабленными и отдохнувшими. Поэтому мелатонин скоро и мы будем выпускать. Мелатонин очень хорошо принимать совместно с препаратом L-триптофан. И в случае, если у вас есть нарушения, связанные с коммуникацией, то есть не хотите общаться, обижаетесь часто, там, злитесь на кого-то, то принимайте еще спрей окситоцин, а можно еще и препарат Пастовит. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Тибет — это первое. Тряси, сиди, беги, дыши. Правильно, тряси, сиди, беги, дыши. Не тянись, а тряси, сиди, беги и дыши. Точно, точно. Это тянуться, это в самом конце. Я тянулся. Да, трясись, иди, беги, дыши. Это правильно, Тибет. Ну, вы можете найти данное видео и посмотреть. Знаете, все есть в интернете. У моего знакомого почернели крылья носа, и там, где горбинка, тоже чернеет. Врачи не могут определить, что это такое, с чем связано. Это связано с заболеванием, которое называется васкулит. Для того, чтобы его доказать, необходимо взять свет, маленький фонарик, и приложить к месту, где у него чернеют крылья носа. Там, скорее всего, будет ощущение такое, как будто там очень-очень такие аж черные сосуды в разные стороны. Это васкулит, ревматоидное заболевание. Лечить необходимо будет преднизолоном, также препаратами противовоспалительными, иммунными и так далее. Поставить такой диагноз можно в случае, если провести исследования неврологические, ну и исследования крови. Пусть идет к неврологу и ревматологу. Я желаю вам успеха. Быть здоровым легко, поможет Дуйко. Еще раз желаю вам и здоровья, и успехов. И заканчивать будем наш вебинар с тем, что я прочитаю еще раз основные, наверное, теги нашего разговора. Итак, о чем мы сегодня говорили. 10 доводов того, что престарелым людям нужно принимать пепсин. Принимайте пепсин в качестве пищевой добавки. Это улучшит пищеварение белков, повысит усвоение питательных веществ, снизит риск развития заболеваний, таких как анемия. Кстати, анемия, в случае, если у человека развивается, пепсин является одним из лучших препаратов по восстановлению
по восстановлению гемоглобина. Ускорение пищеварения или улучшение пищеварения, так как у престарелых людей снижается функция пищеварительной системы. Диспепсия устраняется, то есть это газы, вздутие, тошнота, диарея. Уменьшается нагрузка на пищеварительную систему и тяжесть в животе, повышается энергия и выносливость, улучшается функция мышечная, повышается иммунитет. Также это, можно сказать, общая помощь для всего организма. Кверцетин, мой любимый препарат, один из самых полезных флавоноидов для организма. И почему кверцетин обычно необходим? Ну, не стоит забывать, что кверцетин является мощнейшим антиоксидантом и защищает клетки от свободных радикалов. Что такое свободные радикалы, как они выводятся? Для того, чтобы услышать эту информацию полезную, можно перейти на мое видео, которое называется «Цистин. Борец со свободными радикалами», и мое видео, которое называется «Биоантиокислители», где я рассказываю о том, что же такое антиоксиданты, что же такое оксидация, почему или как происходит у нас расщепление белков, мономеров в полимеры, как происходит у нас накопление свободных радикалов, почему они накапливаются, почему они не выходят и как их из клеток можно изъять, как участвует в этом калиево-натриевый насос и как в этом всем участвуют еще и пептиды, допустим, коэнзим Q10, в общем, как-то так. Кверцетин укрепляет стенки сосудов, помогает улучшить кровообращение, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Помогает снизить уровень холестерина в крови, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают снизить риск развития хронических заболеваний, таких как артрит и диабет. Помогает укрепить иммунную систему и повышает ее защитные свойства, что делает полезным для профилактики и лечения вирусных заболеваний. Является антиаллергеном и может снизить аллергические симптомы, такие как кашель, слезоточение, заложенность носа и высыпание на коже. Обладает противораковыми свойствами, и кверцетин уменьшает риск развития заболевания рак. Кверцетин помогает улучшить усвоение железа. Я уже говорил, что особенно полезно для людей с низким уровнем